Пап, помоги, у меня не получается. Так, давай, дочка, разберемся, что же у тебя не получается, что ж ты хочешь? Я хочу построить красивый уютный домик. Доченька, а что в твоем понимании красивый домик? Я не знаю, он должен быть большим и самым красивым. Здравствуйте, дорогие подписчики, с вами Александр Захурдаев, папа-строитель. И сегодня мы с вами и с моей доченькой Кирочкой с вами выясним, с чего же начать строительство дома, как построить дом на примере простого конструктора. И самое, что немаловажно, будем с вами это узнавать, как строить дома по уникальной технологии Вирмак. Пап, не хватает конструктора. Кира, тут такое дело, что и в жизни такое бывает, что у вас у детей не хватает, также и у взрослых не хватает средств, и мы всегда в том-то ограничены, чтобы что-то построить. Всегда чего-то нам не хватает. А что такое средство? Не хватает денежек, либо еще какие-то обстоятельства встречаются, что не хватает построить такой дом, какой мы хотим. И что теперь делать? Принцесса останется без домиков? Дочка, вот давай попробуем все сначала и подумай, и все-таки расскажи, вот какой ты хочешь домик, что ты в нем видишь? Я хочу большой домик с много комнат, А комнат зачем много? чтобы всем друзьям принцессы хватило места. У твоей принцессы много друзей, да? Да. Ребят, подумайте, как мне помочь ребенку? Как мне определиться, что она хочет? Кстати, порой многие даже взрослые к нам приходят клиенты и просят спроектировать и построить вам, им красивый домик. Как вы думаете, этих исходных достаточно, чтобы наши архитекторы прониклись к вашей идее и воплотили именно ваше понимание этого слова «красивый дом»? Подумайте. Кирочка, давай попробуем домик нарисовать. Давай. Вот, ты сейчас начни рисовать, а я поищу в интернете интересный домик. Пап, смотри, я нарисовала. Так, здорово у тебя получилось, интересно. Папа, это тот самый домик, который я хотела нарисовать. Вот, я в интернете его нашел, и давай сейчас вот этот домик, который тебе понравился с интернета, мы его здесь и нарисуем, хорошо? Хорошо. Давай. Видишь эти кубики? Вижу. Вот. Каждый из этих кубиков имеет свой размер. А нам с тобой надо в нашем домике, как при проектировании настоящего дома, эти кубики или блоки, панели разложить по своим местам. То есть мы с тобой рисуем кубики, большой кубик, маленький кубик, большой, собираем стенку. И когда мы все это с тобой нарисуем, Стоп. окошечко, что будет? Мы с тобой можем потом просчитать, сколько нам с тобой понадобится кубиков, правильно? Ну, нам по-любому хватит. Ну, я бы не сказал, хватит или нет. Давай посмотрим. Не хватит. Итак, тогда вопрос. Если не хватит, что тогда будет? Тогда мы домик-то не достроим. Ребят, вот только вдумайтесь, некоторые клиенты приходят к нам в офис с распечатанными рисунками с интернета и просят, чтобы мы по этим рисункам вам строили. Как вы думаете, как по этим рисункам можно потом без ведомости материалов, без чертежей качественно построить дом, чтобы он не разрушился? Более того, как по этим рисункам можно узнать, какое количество материала надо? Как потом снабженец в нашей компании
или будь то снабженцем вы сами, закупите этот материал, привезете на стройплощадку в нужном количестве, в нужном требуемом объеме на данные этапы производства работ. Вот как вы думаете, получится или нет? Обязательно напишите. Ого, как нам много делать придется. Вот именно, доченька, лучше много сделать, лучше проект, все начертить, нежели у нас с тобой домик будет недостроен. Ты же не хочешь, чтобы он был недостроен? Не хочу, конечно. Вот, дочка, вот на этом этапе я хотел бы как раз и остановиться. Итак, ребята, когда вы хотите построить дом, вы все ставите перед собой разные задачи. Какие? Кто-то, например, хочет построить коробку дома, тут же ее отделать, тут же сделать все инженерные сети, развести, отделку дома внутри, наружные фасадные отделочные работы произвести и через 2-3 месяца уже заселиться и жить. А кто-то строит только коробку дома и дальше накапливает какие-то денежные средства и не спеша продолжает ремонт своего дома. Тем не менее, и тем, и другим в любом случае надо четко, жестко понимать стоимость всех этапов работ. Причем не просто коробки дома, не просто отделки. Даже если вы к ней собираетесь приступить потом, то есть потом будете рассчитывать на какие-то финансовые поступления, вы должны четко себе понимать, сколько стоит фундамент, сколько забор, сколько будет благоустройство, сколько сам дом. Поэтому, еще раз хочу сказать, всем надо четко понимать сметную стоимость затеваемого вами проекта. Это понятно? Папа, мне скучно. Это тебе, дочка, скучно. А для тех, кто, ребят, хочет действительно построить дом, это категорически необходимо. Запомните это. И что бы мы с тобой ни нарисовали, какой бы мы с тобой дом ни придумали, в каком бы архитектурном стиле, там, хай-теке, там, либо фахверк, в любом случае, нам с тобой, дочь, надо и вам, мои зрители, надо сначала определиться с участком. Ведь не каждый участок может раскрыть придуманную вами архитектуру. Как это? Ну, начнем, ребят, давайте с геологии. Папа, что это такое? Что такое геология? Да, что такое геология? Ну, пойдем покажу. Кир, представь, вот у нас с тобой палочка. Вот примерно это маленькая, но мы из похожих палочек делаем фундаменты, то есть свайные фундаменты. И на таких свайных фундаментах у нас стоят наши дома у взрослых. Вот давай мы с тобой сейчас эту палочку в землю воткнем. Давай, попробуй. Попробуй. Вот, воткнули. Идет она дальше? Нет. Нет, не идет. И я сейчас силу приложу, все. А вот теперь смотри. Ну-ка, встань на секундочку. Вот берем мы сейчас с тобой, смотри, и польем ее, да? Польем, подождем. А теперь попробуй, провалится палочка дальше или нет? Да. Проваливается. Вот. Вот это и называется наука геология. То есть у нас верхние слои грунта у нас мягкие, а дальше идут твердые слои грунта в почве. И наша задача, наш свайный фундамент, свайные палочки, загрузить и забурить до твердых пластов, до твердого грунта. Понятно? Вот такая наука называется геология. Еще раз, геология. Не игнорируйте, пожалуйста, геологических изысканий. Их надо делать. То есть, ну представьте, для вас непонятный участок с непонятными пластами грунта. Соответственно, произвести геологические изыскания, то есть пробурить несколько лунок, несколько шурфов, несколько скважин, и у вас будет полное понимание состава несущих пластов, на какой глубине они залегают. Соответственно, вы снизите риск того, что у вас дом может просесть, либо вообще, если вы строите его из камня, либо из блока, он может просто лопнуть фундамент, лопнуть стены. Таких примеров сколько угодно. А ведь геологические изыскания стоят порядка от 30 до 50 тысяч в среднем. Это же небольшие деньги. Сопоставьте стоимость участка, стоимость самого дома, стоимость инженерных сетей. Вы дом обустроили, все, вы в нем живете, и бах, вот такая вот данность произошла. У вас аварийный дом. И только потом вы вспомните, что вам кто-то об этом все-таки говорил, но вы этим словам не придали значения. Поэтому, ребят, геологические изыскания при строительстве
дома – это необходимая данность. Запомните это. И просьба, напишите ваше мнение на сей счет. Хорошо? Поэтому, ребят, еще раз, пишите. Что, дочка? Мама зовет кушать. Сейчас, секундочку, закончу и пойду. Так, ребят, ну, зовут кушать, это святое, семья. Обижать нельзя, уделять внимание. Дело, время, потехи, час. Как вам, кстати, такая подача, такой формат? Пишите, задавайте вопросы. А мы в любом случае вам расскажем в дальнейших в наших частях этой истории, как выбрать, в каком стиле, как на участке все-таки в том или ином стиле дом раскроется, как на этом участке, в выбранном вами стиле, выбрать технологию строительства. Ну и дальше двинемся по технологии строительства, по сантиметру, на простых бытовых примерах, чтобы всем, без исключения, вам эта тема зашла, была понятна. И после наших роликов вы станете, ну если не профессорами в строительстве коттеджей, частных домов, то, по крайней мере, не дилетантами. И в заключение, мир вашему дому, всего вам хорошего, ну и до новых встреч!